Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Начинаем наш моноэфир. Мой моноэфир, потому что я наш, это уже как бы в каком лице о себе неправильно говорить. Вот, мой моноэфир называем. И я его назвал «Кризис адекватности», потому что минувшая неделя, уходящая неделя, сегодня 3 ноября, воскресенье, она была полна такими сигналами, которые в общем-то заставили меня задаться вопросом, а что происходит, и поделиться этим с вами. Значит, по дровам мы потом позже, я сегодня новость эту распространил, я ее затронул, потому что это тоже весело. Тут спрашивают, почему мы называемся медоедами. Тут Богдан Какович, наверное, свеженький, значит, еще не оформленный, так сказать, не институционализированный зритель. Я сразу скажу, что я этот образ придумал в начале войны, когда я сказал, что Украина это медоед, как вот этот зверек, и должна быть медоедом, зверек, который живет там в Африке, и такой очень опасный барсук, который может в своей шкуре вращаться, она у него при этом очень такая крепкая, сильная, выполняет функцию брони, обладает огромными этими, как их называют, когтями, иклами, значит, клыками, и отличается абсолютным бесстрашием, поэтому нападение на медоеда в саванне, там, в этих африканских саваннах, где он там еще живет, оно для большого хищника чревато большими проблемами, потому что, ну, они его там могут убить, там, прайд львов, там, или стая гиен каких-нибудь, но пока они его убьют, то он может нанести серьезные увечья и, собственно, умеет за себя драться. Да, поищите видосы соответствующие в сети, и вы увидите, насколько это бесстрашный, смелый, интересный зверек. Был фильм в 90-е годы, забыл название, ЮАР, ЮАРовский фильм, когда боги сошли с ума, вспомнил. Когда боги сошли с ума, называется. Советую посмотреть. И там медоед в одном из эпизодов появляется, когда там за главным героем, который там на него имел наглость наступить, долго бежал, значит, вцепился в его сапог, ему пришлось его снять. Ну, короче говоря, вот я тогда запомнил этого медоеда, этот образ, и когда началось вторжение, то, собственно говоря, я этот образ начал применять, и вот те люди, которые, наша аудитория, которая нас смотрит, мы начали называться медоедами. Видите, у нас даже вот есть такой этот мерчик. И Ющенко, соответственно, тут никакого отношения к этому все не имеет, упаси Боже. За Ющенко это отдельный разговор будет. Так, и да, уже вижу, дискуссия пошла на этот счет. Значит, с чего начнем? Ну, начнем с Зеленского, потому что Владимир Александрович блистал цитатами. Сейчас вот посмотрю, вот первый, да. Читал цитатами, которые, в общем-то, заставили задаться вопросом, как работает его еще этот аппарат, чуть ли сказал фотоаппарат, как работает его аппарат и, в принципе, чем они думают, когда в план перемоги заложили тезис относительно того, что Украине должны предоставить США ракеты «Томагавк». В 31 октября Зеленский пожаловался, по-моему, одному из южнокорейских каналов, да, KBC. И он сказал 31 октября, значит, что в американских СМИ были обнародованы закрытые положения плана победы. И, дескать, это очень некрасиво. Соответственно, поступили Штаты, администрация, такой упрек администрации Байдена, потому что, как заявил президент, делать упреки относительно того, что Украина хочет нового, также несерьезно. Прямая цитата. О том, что было в американской прессе, я считаю, это было просто некрасиво. Делать такие упреки, что Украина хочет очень много, или Украина хочет ракеты, на которые партнеры не рассчитывают, это несерьезно. Для чего партнеры спрашивают, что Украине нужно, чтобы победить? Второй вопрос, что Украине нужно, чтобы реально выстоять? И
29 октября, за 2 дня до этого, New York Times сообщила, что в пакете по неядерному сдерживанию речь идет о ракетах Томагавк, которые Украина просила у США. И вот это весь ужас этой просьбы, он заключается в том, что оказывается у нас там в офисе и в РНБО, там, или я не знаю, кто ему советовал вписать эту просьбу, не понимает, что речь же идет не просто о ракете, а речь идет о целой системе, которая имплантирована в военно-морской флот США, и соответственно, если ты хочешь томагавк, то это значит, что тебе должны предоставить там подводные лодки класса Агая, там, или эсминцы типа Early Bird, или там крейсера типа Тикандерога, которые являются носителями этих томагавков. И, собственно, помимо всего прочего, томагавки являются носителями ядерного оружия. Соответственно, если американцы передают Украине такой вид оружия, то они должны его сделать, они должны его передать с военно-морским флотом, который может обеспечить, соответственно, технически, что эта ракета сможет стартовать и куда-то там лететь на 2500 километров, и при этом она способна нести ядерную компоненту. И с учетом того, что американцы, естественно, над этим, я думаю, посмеялись, с учетом того, что немцы нам не дают Таурус, который летит там за 500 километров, и который тоже является носителем, может быть носителем ядерного оружия, как раз по этой причине, одна из ключевых причин, почему Таурусы не дают, что это может спровоцировать ядерную войну. Так как на это смотрят НАТО. Если Россия понимает, что летит ракета такого класса, она ж не знает, что там находится. То есть там ядерная компонента, нет там ядерной компоненты. Летит натовская ракета определенной классификации. И, соответственно, если их летит там несколько, то Россия может действительно пойти на то, что, может быть, она пугает, может она там будет повышать ставки, но за эти годы мы все убедились в том, что администрация Байдена постоянно перестраховывается, так же как и НАТО в целом, и они не хотят себе иметь тот геморрой, который приводит к новым проблемам. Поэтому совершенно было очевидно, что в ответ на просьбу предоставить томагавки не будет nothing, ничего не будет, и ничего, кроме как бы хохота там в американской прессе, которой сливают это американцы, и поскольку это было неоднократно, можно было допустить, что подобного рода вещи могли попасть в прессу и сразу исходить из того, что они там окажутся. Поэтому из чего исходила наша администрация, честно говоря, мне до конца непонятно, потому что вот то, как это все выглядит, оно выглядит крайне наивным, скажем так. Потом второй тезис, который прозвучил от тут, извините, сейчас отреагирую. Сергей Сметенко пишет: любая ракета, способная нести 500 килограмм боеголовку, может быть ядерной, даже наш Гром-2. Да, это действительно так, но отличие Грома-2 от нас заключается в том, что, от Германии там, или от Штатов заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. И, собственно говоря, в случае, более того, даже если допустить, что оно у нас есть, то все разборки, которые будут в дальнейшем проходить, они будут проходить между Украиной и Россией, как они проходят сейчас. И, соответственно, НАТО в этом плане ничем себя не подставляет. А меньше всего сейчас они хотят подставляться. И это как бы уже настолько очевидно для всех нас, что биться головой о стену и надеяться при этом на какой-то результат, который был отличный от тех, что мы видели раньше, мне кажется, крайне наивно. Тут, написал Ллойд Остин, министр обороны США, глава Пентагона, статью, точнее говоря, это была речь, которая была произнесена в дипломатической академии Украины, она вышла на Foreign Affairs 1 ноября. И я читаю эту лирику, при этом Ллойд как раз относился к той группе
В Штатах, которая там на старте войны была за то, чтобы Украине давать больше оружия. Ну вот я прочитал эту речь, ну она такая обтекаемая, какая Украина там, я зачитаю там, допустим, там, тезисы. Украина непокоренная, Украина важна для безопасности США по 4 очевидным причинам. Война Путина — это прямая угроза европейской безопасности, явный вызов нашим союзникам по НАТО, атака на наши общие ценности, лобовая атака, основанная на международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Значит, я пошел вниз, что же там как бы вот, какие решения предлагаются? Нет серебряной пули, ни одна отдельная возможность не переломит ход событий, ни одна система не положит конец нападению Путина. Важен совокупный эффект военных возможностей Украины, сосредоточенность на том, что работает. Дух Украины вдохновил мир, мы прямо вот преисполняемся этой благодатью. Он наполнил нам все, что никогда не следует воспринимать свободу как должное. Мы полностью создаем моральную пропасть между агрессором и защитником. Здесь громкие аплодисменты. Мы не поддадимся обману и лжи апологетов Кремля. Продолжим защищать право украинского народа жить в безопасности и свободе. А нападение Путина — это предупреждение, предварительный просмотр мира, построенного тиранами. Кстати, это важный тезис. Важен в том, что, ну, я об этом говорил там на протяжении последних эфиров на прошлой неделе, на этой уже уходящей неделе, что на Западе как бы одна из ключевых проблем для себя, как они видят, это недопущение потери лица. Ну, таким образом, что Путин может трактовать однозначно как победу эту ситуацию. Поэтому, ну, как бы вот их логика заключается в том, чтобы Украине не дать выиграть и не дать нанести поражение, которое приведет к потере лица Путина, но и самим не потерять лицо, то есть привести к поражению, которое позволит Путину однозначно трактовать ситуацию как победа. Вот, поэтому вот они дальше вот в таком ключе и готовы действовать. Украина не принадлежит Путину, Украина принадлежит украинскому народу, и Москва никогда не будет доминировать в Украине. Путин думал, что Украина сдастся, он ошибался. Путин думал, что наши демократии сдадутся, ошибался. Ну, короче, вот такое как бы. То есть, я же говорю, сопли, слезы радости как бы за демократическую нацию, которая по ходу обсыпается как бы там где-то кусками, где-то частями, где-то как на фронте, там, да, как Марченко говорил генерал, или в тылу, где принимается одно решение краше другого. И следующая одна тема, которая тоже вот в числе этих странных тем, которые прозвучали на этой неделе, тема, опять-таки, претензий к Польше, которые Зеленский выкатил тоже в этих интервью. Не в интервью, он на пресс-конференции это сказал в Закарпатье. И, значит, суть в том, что Зеленский сказал, что, дескать, Украина договорилась с НАТО о том, что они помогут Польше защищать ее воздушное пространство, ну, натовцы, когда Столтенберг приезжал, бывший генсек НАТО, тогда еще. И, собственно говоря, если она согласится сбивать российские ракеты на западе Украины, ну, якобы было такое решение НАТО, однако Зеленский сказал, что якобы нашлись у Польши другие аргументы, чтобы этого не делать. Ну вот прямая цитата. С Польшей у нас добрососедские отношения, есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас в строю газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша, сказал он. Вот. И после атак на газохранилище в строю, которые, кстати, неоднократно были, в том числе и кинжалами, и там находится крупнейшая ПГХ, в котором в том числе и Европа до войны хранила газ. Так вот, Украина, сказал президент, провела переговоры о возможном сбивании вражеских ракет и дронов польской авиации. В Варшаве якобы сначала согласились, однако при условии, что НАТО будет патрулировать воздушное пространство Польши, как это делает в Балтии. Что поляки, говорит президент, сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении будут не одни, если их НАТО поддержит.
Однако, по словам Зеленского, после того, как предварительные договоренности с тогдашним генсеком Столтеном было достигнуты, польские власти все равно отказались от помощи. Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МИГи от Польши, но они нам не могли их передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они не выделят полицейскую миссию, как у наших прибалтийских друзей, балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого дала нам Польша самолеты? Нет, нашлась другая причина. Да, объединились ли вокруг Польша и другие страны сказали: да, мы соседи, мы будем сбивать их самолетами, ПВО нет. Когда они решили МИГами не сбивать эти ракеты, мы попросили: передайте нам МИГи, они будут стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать. Ну, короче, опять очередная зрада. Но вот очередная зрада ровно до того момента, пока ты не понимаешь, что натовцы не хотят повышать уровень эскалации. Смотри пункт 1, который мы только что рассмотрели. Если они не хотят повышать уровень эскалации, если они не приняли коллективное решение, они принимают коллективные решения по этому поводу всегда, и там должен быть консенсус, то, соответственно, о чем тогда говорит президент, когда обвиняют поляков в том, что они там что-то не дают? Конечно, они не дают, потому что они, как член Союза, Североатлантического Союза, они несут ответственность за свои действия. И поэтому они не могут идти вразрез со своими интересами, тем более, что у них есть обязательства перед остальными более чем 2 десятками стран, которые входят в Североатлантический альянс. Соответственно, что показал как бы президент, когда наехал на Польшу? Ну, ничего, кроме того, что как бы продолжает линию на ухудшение отношений с поляками. Зачем он это делает? Ну, честно говоря, мне непонятно. Вот я просто пытаюсь рационально понять, вот что мы хотим достичь в отношениях с Польшей, через которую идет там 40% поставок оружия, и не только, как бы там, да. И Жешув является ключевым логистическим хабом, через который, значит, эта вся красота идет. Вот для меня просто не ясно. Когда мы просим, чтобы тоже еще был один перл на уходящей неделе, чтобы Польша нам передала свое оружие, которое сейчас покупает у Южной Кореи. Ну вот я на место поляков себя ставлю. Вы, значит, начали масштабную программу модернизации своей армии, увеличивать ее фактически в 2 раза, потому что боитесь войны с Россией, о чем ваши все ключевые спикеры, государственные мужи 250 раз сказали, и польский генштаб считает, что такая война может начаться там через несколько лет. И, соответственно, после того, как действительно Украине дали там несколько сот танков, дали какие-то там эти МИГи, которые там разбирали, потом передавали под кустами на границе, как они рассказывали. Короче говоря, Польша реально сыграла важнейшую роль в том, чтобы передать Украине много чего из старой, как бы и модернизированной советской техники, потому что нужно отдать должное полякам, они нам передали свои модернизированные Т-72, которые были в очень хорошей комплектации и которые Украина без проблем и вполне успешно использует по сей день. И взамен, конечно же, поляки должны возместить эти свои закрома военные, потому что они же прекрасно видят, что, точнее говоря, все увидели, что современная война, она в каких-то аспектах вернулась к канонам Второй мировой войны и требует большого количества артиллерии, значит, соответственно, боеприпасов, РСЗО там, и прочее, помимо дронов и всей той красоты, которая изменила характер борьбы на поле боя. И вот они это начали восполнять, закупать современные корейские танки, одни из лучших, там, да, закупать корейские самолеты. Почему они делают это у корейцев? Потому что у них есть определенное недоверие к немцам, которые являются производителями оружия, и в принципе как бы к этим старым демократиям Западной Европы, которые слили их в начале Второй мировой войны. Вот они это все прекрасно понимают, помнят, и поэтому делают ставку на то, чтобы быть привязанными к тем союзникам, которые находятся в кильваторе США более плотно, а Южная Корея таковой является страной в военном плане.
и те, которые имеют самостоятельное военное производство и пространство, у них маневра, соответственно, более расширено, и Корея такой является. И поэтому они привязываются к Корее с обязательствами создать здесь эти производства, то есть будет какая-то релокация. Ну вот вполне понятная логика, в которой непонятно, почему Украина не находилась в этой логике с 2014 года, когда началась, собственно говоря, сначала вялотекущая эта война через аннексию Крыма там, и вторжение на Донбасс. И Украина имела достаточно времени для того, чтобы за эти 8 лет влить, ну не знаю, там 20-30 миллиардов долларов в подобного рода промышленность, подобного рода закупки. Ведь это дорогая техника, она стоит дорогих денег, которые Польша достает из своего бюджета, эти деньги финансирует их. И вот почему-то Польша, которая оголена и которой не хватает самой оружия, мы уже об этом с Иваном Киричевским говорили в эфирах, он прекрасно показывал, что почему система ПВО Польши слабее, чем украинская на текущий момент, и даже Варшава прикрыта хуже, чем Киев. Ну, потому что у нее изначально было, во-первых, их недостаточно, во-вторых, систем ПВО современных. Во-вторых, Украина начала высасывать это все, как бы там все то, что можно было забрать у западных стран, и они передавали свободные системы ей. Вот. Ну и даже несмотря на то, что у нее есть F-16, которые могут выполнять функции, ну как бы элементов ПВО и выполняют таковые, что все равно ей недостаточно современных систем ПВО, прежде всего Патриотов, там, которые неплохо себя зарекомендовали в Украине, и могут сбивать кинжалы. А ну, все увидели, что Россия имеет эти как бы эти системы, которые размещены в том числе в Беларуси. Поэтому ну, поляки просто исходят из своего прагматичного интереса. И, честно говоря, мне кажется, что Сикорский как раз вполне правильно потом расставил акценты, когда сказал: мы понимаем, вот у него твит был сегодня или вчера, что мы понимаем, украинцы, вашу боль, но ну, как бы вы тоже поймите наши как бы потребности. И поэтому он так сводит, Сикорский свел все, скажем, таким эмоциям, эмоциональным качелям, которые там идут от украинского руководства, как понятные, как простительные, но ну, нужно же, как говорится, и честь знать. И самое просто интересное, зачем мы задираемся с Сикорским, тем же самым, который потенциально будет кандидатом, может быть кандидатом в президенты Польши, и, собственно говоря, давно готовился на этот пост, и, соответственно, ну, мы еще как бы с точки зрения тех кадровых перестановок, которые возможны в Польше после президентских выборов в мае, мы создаем себе еще ну, потенциальный геморрой вот в этом контексте. Хотя я не думаю, что Сикорский просто рациональный европейский политик, который ну, как бы отдает себе отчет относительно того, какие реальные интересы у Польши в Украине и почему ее нужно поддерживать. Но вот эта эмоциональная компонента, которая начала доминировать в наших отношениях, не только с Польшей и в принципе с Западом, она все она заставляет задаться вопросом, ну а что мы можем противопоставить, вот если ну как бы Запад прекратит нас поддерживать, ну собственно говоря, что? Вот Запад психанет и скажет: окей, давайте, как бы идите по сценарию Южного Вьетнама. И что дальше? Ну, мы это можем увидеть уже там в ближайшие несколько недель при определенных условиях. Насколько мы к этому готовы? Вот я задаюсь этим вопросом. И, конечно же, мы к этому абсолютно не готовы. И если мы к этому не готовы, то зачем лишний раз подсвечивать какие-то моменты, которые возникают там в отношениях с администрацией Байдена, тем более, что оно скоро уйдет. Ну окей, ну давайте уже как бы давайте подождем, давайте не будем отсвечивать, давайте им тогда не будем давать наши тайные планы, которые готовятся, значит, на коленке левой рукой, и не будем попадать в просак. Ну, казалось бы, это элементарно лежит на поверхности, но складывается впечатление, что они просто создают условия,
для того, чтобы в медиа развить дискурс относительно того, почему в грядущих значит, проблемах, в грядущей необходимости подписывать соглашения с русскими виноват Запад. И поэтому как бы сбрасывают все на Запад. Но после того, даже если мы подпишем какие-то соглашения с россиянами там, в силу давления там, на нас со стороны, в силу того, что мы находимся в очень сложной ситуации, то у нас же отношения с Западом все равно никуда не исчезнут. Более того, мы без этих отношений потом один на один с русскими не устоим. Ну, как минимум, там, на те, там, не знаю, 5-10 лет, которые необходимы для того, чтобы просто переформатировать государство. И нам нужны костыли, на которые мы будем опираться. И если мы сами костыли отрежем, ну, мы вообще будем как УНР. Вот сегодня мы не УНР по той простой причине, что в отличие от ситуации столетней давности, у нас есть костыли. И эти костыли нам худо-бедно помогают стоять и худо-бедно сопротивляться. Вот. Если мы эти костыли сами отбросим и скажем, там мы гордые, как бы, гордые, красивые, очень независимые, поэтому пошли вон, козлы, то дальше очень быстро, в течение пары месяцев, Украина повторит историю УНР, и, собственно говоря, на этом все закончится. И при этом во внутреннем поле, во внутриполитическом поле, в экономике мы продолжаем делать один шаг безумнее другого. Ну вот те, кто на меня подписаны в Фейсбуке, знают, что я сегодня опубликовал этот пост, который, ну, честно говоря, я когда эту информацию увидел, сначала удивился, потом начал перепроверять. Ну, ёшкин кот, ну это ж какой-то трэш. Значит, взяли 10 октября приняли закон, там, который еще не подписан президентом. Ну, предлагают до 7 років ув'язнення за зберігання дров без документів. Это было ухвалено Верховною Радою. Якщо вдома зберігаєте дрова на понад 30 тисяч гривень, вам загрожує від 5 до 7 років. А якщо на меншу суму, то штраф від 34 тисяч гривень. То это о чем? Это о том, что в условиях, когда население там лазит по лесам, собирает какие-то сучки, ну это речь идет о сельской там территории преимущественно, хотя не только. Мы, например, тоже в селе закупаем там торф, дрова закупаем для того, чтобы твердотопливный котел топить, на который там перешли в рамках подготовки к войне еще в 2009 или 2010 году. Короче говоря, вот люди лезут там в лес, собирают эти сучья, что-то там даже пилят. Я так понимаю, это против незаконной вырубки. Но окей, можно допустить, что есть незаконная вырубка, но вы же как бы должны что-то предложить взамен. Ну, если вы просто даете полиции возможность вот таким образом ходить там по дворам, и хотя я тоже это заранее невыполнимый закон, все прекрасно об этом понимают, это просто создаст, как вот с мовным законом и всем этим мовным срачом, это создаст дровяной срач, который просто будет по поводу обелечивания. То есть те, кому не повезет, вот кто-то там пришел, какой-то полицейский приехал там или поймали кого-то, кто везет эти дрова. И обелечивают. В результате вырубка дров законная, незаконная, она никуда не денется. Она как была, так и будет. И просто будет как там с бусификацией соответствующая касса. И в рамках этой кассы ты должен, на кассе ты будешь платить там ту мзду, которую тебе положено, они положили. А если ты не заплатишь, ну, соответственно, будет по всей строгости закона, который у нас применяется в том случае, если ты не готов платить. Ну, и вот эта сумма вот таких вот безумных инициатив, потому что, ну, совершенно очевидно, что страна перенапряжена, общество перенапряжено, оно находится как бы в какой-то оно находится в негативных эмоциях по поводу того, что каждый день на него валятся.
И, ну, ты как бы, наверное, если хочешь, чтобы у тебя там какая-то революционная ситуация не появилась, ну, надо вот пар сбрасывать как раз наоборот. И вместо того, чтобы бензинчику подливать, лучше, ну, вот на тормозах где-то спустить, где-то послабить, где-то ограничить вот возможности обелечивания. А вместо этого государство делает на протяжении этих 3 лет почти широкомасштабки прямо противоположные шаги. И потом получается трагикомедия, когда Гетманцев заявляет о том с гордостью, что там очередная онлифанщица заплатила там какие-то большие налоги и там заработала то ли миллион, то ли 2 миллиона долларов там, а потом согласилась, значит, заплатить соответствующие проценты там добровольно. И что OnlyFans там стал плательщиком налогов, там то $500 000 там, то ли еще сколько заплатил. И он с гордостью это пишет у себя на страничке. А тут же параллельно приходит новость о том, что очередная, значит, решительная и хорошо организованная группа киберполиции задержала очередных OnlyFans, которые показывали соответствующие там свои части тела и пытались как-то заработать на свою жизнь. То есть государство до сих пор не декриминализировало эту сферу, так же самое, как и сферу проституции там, и всего остального. Опять-таки на днях новость о том, что значит, жертвуя своим здоровьем и подвергая жизнь риску, полицейские внедрились в стан проституток, значит, в публичном доме там каком-то, и значит, с последних сил защищали родину, выявляя, значит, как эти проститутки работают, а потом по ходу были вынуждены тратить бюджетные деньги. Ну, охеренная работа, я считаю, трахаться как бы там с проститутками и потом показывать результаты этой работы. Я не знаю, там они на видео это все снимали, там, или как они это все фиксировали, или там, ну, короче говоря, как-то зафиксировали. И потом с гордостью сказали, что очередной публичный дом, который не крышевался полицией, разоблачен, поэтому добро пожаловать в сеть других публичных домов, но это об этом, конечно, не скажут, которые крышуются, значит, соответствующими органами и которые несут бабки туда, куда нужно нести. То есть, когда ты читаешь такую новость, то ты понимаешь, что речь была просто о том, что кто-то кому-то не занес, и поэтому в качестве профилактической меры была как бы осуществлена вот такая превентивная, нанесен такой превентивный удар. И ну, в сумме это какой-то трэш, как бы, да, то есть под Покровском там осыпается как бы фронт, там происходит куча проблем, там Селидово мы потеряли, там, значит, угроза уже есть там выхода на границу Днепропетровской области, там, где по прямой там 100 с копейками километров до Днепра. И в этот момент, ну, просто, казалось бы, вот как было с Киевом, когда пришел враг, и вдруг проснулось здравомыслие, ну, наверное, потому что государство просто сбежало и растворилось. И здравомыслие, там, которое проявляли обыкновенные граждане, оно позволило отстоять столицу и создать условия, которых россияне не могли, там, ни россияне, ни ЦРУшники, там, ни разведчики европейские, никто не могли смоделировать и думать, что вот Украина сможет устоять благодаря тому, что вот народ так включился. А так у нас что, получается, что для того, чтобы у нас здравомыслие просыпалось, нам нужно, чтобы русские оказывались в 20 километрах от Киева, или что? Ну так при таком государственном подходе, при такой политике это вполне может повториться. И я поэтому всех призываю сходить на фильм «Буча», который 5 числа будет презентация в Гулливере. Я кидал у себя в телеге ссылки значит, на премьеру, и потом 7 октября пойдет, ноября, извините, 7 ноября пойдет по всей Украине во всех кинотеатрах, значит, этот фильм, который вас очень конкретно, очень хорошо погрузит в эту атмосферу, когда враг стоял под Киевом, и, собственно, казалось, что вот-вот, и так оно и было, что все висит на волосинке, в любой момент может быть закончено. Потому что мы имеем дело с мощнейшим, хитрым, да, он совершает ошибки, да, он
страдает таким же долбоебизмом, как и мы, врагом, но тем не менее он системен, и он продолжает осуществлять тот комплекс мер, который задумал заранее. И они многие вещи задумывают заранее, в отличие от нас. Нации, постоянная импровизация. И я сегодня выложил еще одну тему, абсолютно случайно. Вот у меня большая библиотека, я периодически практикую такой подход, когда вынимаю любую книгу вот просто наобум и начинаю ее читать. Если мне нравится, то я ее потом начинаю читать. Или просто вот какие-то факты черпаю, которые, возможно, никогда бы не почерпнул бы в другой ситуации. И вот я наобум вытащил книгу Цвиля, по-моему, Сергей Цвиль. Сейчас посмотрю. Владимира Цвиля, извините. Владимира Цвиля, который называется «Стальная революция. Майдан против Газпрома». И я ее когда начал читать, то я поразился, насколько это интересно, потому что он фактически в той же логике, как и я, с лета 2014 года, раскладывает ситуацию о том, что события на Майдане и вообще все, что происходило летом 2013 года и до этого, и сами события на Майдане, они были по сути большой игрой России, которые были направлены на радикальное перераспределение сфер влияния. И вот найдите эту книжку, она была выдана в 2021 году на такой хорошей бумаге. Я еще сам ее не прочитал, я же говорю, только вот те скрины, которые выложил, это я фактически то, что я прочитал, плюс там еще кое-где пролистал. Так вот, для того, чтобы просто проиллюстрировать, как работают россияне. Он приводит факт, я его не знал, но он вообще вот просто лег идеально в ту копилку, копилку фактов, которую я собираю по поводу 2014 года, и надеюсь, там однажды напишу книгу о том, чем были реально события на Майдане. Он говорит о том, что Янукович, когда пришел к власти в 2010 году, встречался с Медведевым. Помните, и Медведев приезжал, и елка падала, и все смеялись. И когда он встречался с Медведевым, еще в 2010 году были согласованы решения по поводу совместного празднования дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. То есть в 2014 году должно было быть 200-летие, 9 марта в частности. И они запланировали большие мероприятия на этот счет. И вот Цвиль книгу начинает с того, что он показывает, что в рамках подготовки к этим мероприятиям, я думаю, многие из вас сейчас это вспомнят, в Каневе были построены ряд объектов, не критической, но инфраструктуры, которая была несоразмерна того, что есть в Каневе. То есть они там построили вертолетную площадку, которая даже могла принимать одновременно, по-моему, 10 вертолетов. Да? Они там капитально отремонтировали большой комплекс, дворец, не знаю, как он там называется, в общем-то, там, где можно было 700 человек посадить и что-то им показать. То есть там актовый зал вмещал 700 человек. И шел Майдан, вот на минуточку, и полным ходом там шло финансирование подготовки этого актового зала, проводили капитальный ремонт, там, не знаю, Дом творчества, там, или как оно там называлось, где, в общем-то, было не грешно показать это все людям. Параллельно ремонтировались дороги в направлении на Канев. И вот Цвиль задается вопросом, а что там должно было произойти? А должно там было произойти совместное заседание Верховной Рады и Государственной Думы 9 марта 2014 года. К тому моменту Майдан должен был быть придушен. И вся эта инфраструктура готовилась к тому, что туда прилетит Путин на вертолетах, и поэтому необходимо было это все. Прилетит Путин, и с Януковичем они должны были подвести
итог под всей этой кровавой вакханалии, которая происходила в Киеве. ОРДО должно было быть на Западной Украине. И для этого тоже создавали соответствующую инфраструктуру, подкачивали соответствующие политические силы, делали соответствующие политические растяжки. Значит, помните, у нас парад суверенитетов был во время Майдана начинался, когда там облсоветы объявляли, что не признают власть и все остальное. Так вот, это все должны были загнать в такое же состояние, как произошло все в 2014 году на Востоке, на Донбассе. После аннексии Крыма, конечно же. И Янукович, которого спасет Путин, ну, как они предполагали, признал бы аннексию в обмен на то, что его власть бы сохранилась бы там, да, и сделали бы это на вот этой площадке под разговоры о том, какой великий украинский поэт, художник и писатель Тарас Григорьевич Шевченко, как он объединяет украинские и русские сердца. Они бы там еще и стихи его читали, я уверен. Вот. И, собственно говоря, под этот аккомпанемент должно было произойти белорусизация Украины и раздел сфер влияния в Европе, потому что Западная Украина, она бы выделялась вот это вот в ОРДЛО, возможно, потом произошла бы конфедерализация и, возможно, выделили бы вообще отдельное государство, тем более, что Табачник с Медведчуком на протяжении 2010-2013 годов качали всю эту ситуацию полным ходом и рассказывали о том, почему Западная Украина не является полноценной Украиной, вот как они это себе представляют, и что вот она там где-то должна оказаться за бортом. Вот. И поэтому у нас все эти галицкие партии, вот эти вот все пипы, которые как бы сейчас оказались в парламенте, там как бы там, да, под другими уже брендами, но продолжают ровно ту же самую деятельность, потому что раньше они были в галицкой партии, которая Медведчук подымал там, да, и играли как бы на всех этих сепаратистских настроениях на Западной Украине. А сегодня они ведут свое дело, оно уже просто разжигая как бы через мовные вот эти все как бы законы, либо просто через идиотские законы, как бы разжигая внутри Украины противостояние, создавая проблемы через нормотворчество, которое парализует в принципе деятельность украинского государства. Так вот, вот это вот все, оно не остановилось, оно как бы присутствует. Люди, которые были имплантированы заранее, задолго до второго Майдана, они по-прежнему здесь. Бутусов на этот счет написал отличный пост по Кулиничу, как бы там, и по Баканову, что, а почему не наказали Баканова, который возглавлял СБУ, который, значит, всяких российских ФСБшников подымал вверх, и это создало те катастрофические условия, которые позволили россиянам как нож в масло выйти из Крыма и пройти по югу Украины, захватить, значит, Херсонскую, Запорожскую, часть Запорожской, часть Херсонской области, прорваться на Мариуполь, там и так далее, и так далее, и так далее. Почитайте пост Юры, он, в принципе, там задает абсолютно правильные вопросы. Так вот, это все связанные вещи, и, собственно говоря, если мы будем и дальше находиться в состоянии неадекватности, то мы потеряем нашу государственность точно так же, как мы это делали 100 лет назад. Это не означает, что нужно истерить там всячески и, значит, терять разум, потому что то, что нас отличает от животных, это разум. И просто нужно помнить, что его необходимо использовать по назначению. И это означает, что вот чем чаще мы будем задавать себе правильные вопросы, и власти в том числе, то тем больше вероятность того, что мы выйдем со временем из вот этого вот жалкого состояния, в которое нас загнала наша неадекватность. Так что вот
такие пироги. Как говорится, вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Не успел прочитать ваши вопросы, уже 22:19, 45 минут я выступал. Полайкайте эфир, 5000 нас смотрели, нормально. 5000 смотрели и как бы традиционно забывали лайкать. Также напоминаю, что мы закрываем платежи по офису и по поддержанию как бы работы нашей площадки. И 150 тысяч гривен каждый месяц мы собираем к 5 числу, когда у нас там эти все платежи. Поэтому в описании к этому эфиру найдете все реквизиты, можете как бы по ним кинуть. И я у себя в телеге это все выложу сейчас сразу после эфира. Я думаю, что мы это очень быстро как бы закончим. Впереди сложные месяцы, в этом можете не сомневаться. Но опять-таки, если возобладает здравая логика и логика вообще в принципе, здравый смысл и логика, то перед нами откроются, спустя годы перед нами откроются нормальные перспективы. А сьогодні працюємо. Все, всем спокойной ночи, держитесь, завтра у нас с 6 часов начнутся эфиры. Все, обнимаем, целуем, пока.